Здравствуйте, меня зовут Юля Сайфан. Я художник. Последнее время я пишу гуашью. У меня скопилось приличное количество белил. Предлагаю вам сегодня вместе со мной проверить ее на плотность, на укрывистость. Я хочу быть честна по отношению к производителям, поэтому разделю гуашь на разные типы. Таллинс Дизайн и Ренессанс заявлены как художественная гуашь. Далее у меня есть студийные марки гуаши. Art Creation из набора. Это тоже Таллинс, как большой тюбик слева, только студийная гуашь. Артеза, Лифранк и Шминки Академии. Отодвину эти две банки направо. Эти материалы имеют свойства гуаши, однако они указаны таковыми. Акура Делюкс и краска из Икеи мало. Выкраски, которые вы видите вверху, остались от моего видео, где я рассказываю, как писать акварелью с гуашью. Для теста я делаю 3 строчки простым карандашом, тонким фломастером и толстым фломастером. Чтобы не перепутать краски на палитре, буду выдавливать прямо на лист свою краску. Таллинс Дизайн. Должна отметить ее свойства. Она укрывистая, плотная, но бывает очень тяжело ее растворить водой на палитре, поэтому я предпочитаю ей реже пользоваться, чем другими красками. Ренессанс. Белилами я пользуюсь с удовольствием. То, что касается остальных цветов этой марки, я их забраковала и положила отдельно. Пользуюсь, конечно, но не интенсивно. Она очень сильно высветляется после высыхания. Гуашь Art Creation у меня набор. Такие маленькие тюбики не продаются отдельно. Однако и жалеть тут не о чем. Обычная студийная гуашь. Высветляется. Цвета разбеленные. Можно пользоваться любой гуашью, понимая недостатки, искать что-то, какую-то изюминку, даже полупрозрачность в гуаши может быть хорошим свойством для каких-то интересных фактур. Артеза прекрасная гуашь. Для тех, кто хочет начать писать гуашью, рекомендую. Недорогая, потому что это студийное качество, но вместе с тем еще указаны пигменты на каждом тюбике. Не случайно, что я оставила в кадре этот момент открывания тюбиков плоскогубцами. Если вы пользуетесь красками в тюбиках, непременно положите плоскогубцы в свои инструменты. Они вам пригодятся. Как говорят, лучшему нет предела. Но художественный материал, он всегда выигрывает по сравнению с студийным. Гуашь Лифранк. Купила себе только белила. Кстати сказать, если вы не уверены во всей линейке гуаши, белила всегда пригодятся, любого качества, но по ним будет видно, что из себя представляет линейка. Гуашь полупрозрачная, наполнителей в ней больше, чем указанного пигмента. Качество всей серии даже не стану проверять, покупать остальные цвета. Сейчас в моих руках Шминки студийная гуашь Академии. Этой гуаши у меня есть несколько тюбиков. Я ей очень довольна. Если сравнивать с тем, что у меня есть, вот художественная Ренессанс, пожалуй, может с ней поспорить о укрывистости.
Черная краска Sakura Deluxe с AliExpress. Неплохой совершенно вариант для укрывистой краски. Продается 45 миллилитров. Это вообще счастье иметь большую баночку. Краска из Икеи мало. Это самая отвратительная по укрывистости. Однако я пользую эту краску для каких-то эффектов сверху основного слоя. Она полупрозрачная и может быть интересна. Нижняя полоса этого теста у меня вся потянулась за водорастворимыми красками. Поэтому я хочу вернуться и прокрасить еще одним слоем нижнюю полосу. Увеличу скорость, чтобы вы не заскучали совсем. Результат теста я сканировала на своем сканере. Таким образом, из того, что у меня есть в арсенале, Talens Designer и Sakura Poster Deluxe самые укрывистые. Смотрите, что все мои водорастворимые краски, следовательно, и ваши, и любые другие перекрывают карандаш. Спасибо, что провели со мной почти эти 7 минут. Очень ценю ваше внимание и время. Пишите комментарии, даже если нечего. Для поддержки слова «спасибо» достаточно. Всего наилучшего. Пока.